ребята! В этом видео я хочу рассказать вам, как, где, при каких обстоятельствах так случилось, что я встретила кого-то из знаменитостей. Это не для того, чтобы похвастаться, просто мне лично всегда было интересно, и я люблю сама смотреть подобные видео. Как же так случилось, что люди умудрились где-то встретить ту или иную знаменитость? Поэтому, если вам тоже интересно, то продолжайте смотреть это видео. И первый человек, с кого я начну, это мой голливудский краш, мой любимый актер, герой «Сплетницы», который играл Дэна Хамфри, его зовут Пен Бэджли. Он также снимался в сериале «Ю». Я смотрела сразу же с первого сезона, как только он вышел. И так случилось, что меня пригласил мой кастинг на съемки второго сезона. Сцена была на пляже в Редондо-Бич. Это был декабрь, снимали зимой. Зимой в Лос-Анджелесе очень холодно, особенно с утра. Съемки обычно начинаются в 5 или в 6 утра. И сцена была на пляже, нужно было быть в купальнике. Соответственно, я не сразу согласилась, я долго думала, стоит оно того или нет. В итоге, я уже не помню почему, но я решила согласиться. И все детали съемочного дня присылают обычно за день или за два. Вот мне приходит СМС. Я как сейчас помню свою реакцию, о том, что меня подтвердили, что вот такое-то время начала съемок, такой-то адрес, и сериал называется «Ю», то есть «Ты». Это где Пен Бэджли играет серийного убийцу, драма, триллер. Как сейчас помню, когда я получила это СМС, я была просто в шоке, когда я увидела, что это сериал «Ю», второй сезон. Я была просто вне себя от радости. Я не могла поверить, я перепроверяла, я думала, это точно вообще он. И как только я думала о том, что я буду целый день на съемочной площадке вместе со своим любимым актером, вообще я очень спокойно отношусь к любому актеру, ко всем селебрити. Я была на нереально большом количестве съемочных проектов. Еще в Москве я работала со многими знаменитостями. Я работала на телеканале также, где я встречала постоянно знаменитостей. И здесь, конечно, голливудский формат — это немножко такой более масштабный, естественно, чем российский формат, но очень спокойно ко всем знаменитостям отношусь. Вот кроме, наверное, него. Мне кажется, у каждого человека есть такой свой особый краш, который он просто, если увидит, то вот просто сердце в пятки. Снимали целый день. Наш съемочный день был очень длинный, он был 16 часов, но я вообще не устала. Это было так здорово, это было невероятно. У нас было две сцены. Первая сцена была на пляже, действительно, мы начали снимать в 6 утра, было очень холодно, не было никого. Слава богу, мы отсняли довольно быстро, часа за 2, за 3, и дальше мы переехали в DMV. Весь оставшийся день, то есть где-то с 9 утра и до, я даже не помню, 9 вечера, кажется, или 10 вечера мы снимали в этом DMV. В одной маленькой комнате, нас там было всего несколько человек. Там было несколько сцен, где-то 2 и 3, и каждую из них нужно было переснять много раз. Соответственно, на это ушло целый день. И просто я сидела там на втором ряду, вот так вот, и просто на расстоянии вытянутой руки смотрела на него весь день. Это была лучшая просто работа в моей жизни. Также у нас в промежутке между сценами был обед. Был момент, что мы вместе с ним подошли наливать себе кофе. Я, конечно, весь этот рабочий день была просто в таком диком восторге, не могла поверить, что это со мной случилось. Мне, конечно, хотелось подойти к нему и сказать: боже мой, можно твой номер? Ну или хотя бы фото. Вот, но это не профессионально, поэтому, естественно, я этого делать не стала. Следующий актер, которого я встретила, его зовут Джеймс Марсден. Он снимался в моем любимом фильме «27 свадеб» с Кейтрин Хайгл. Я его встретила буквально неделю назад. Я сидела в отеле, точнее, на улице отеля, там был ресторан очень красивый, и вот поэтому иногда я прихожу туда работать, и просто я поднимаю глаза, и он вот прям смотрит на меня, идет в мою сторону, а как бы я сидела за столиком, за крайним столом, и он прям шел мне навстречу, как бы прошел мимо меня, и в этот момент он как бы действительно смотрел мне в глаза, то есть он не прятался, он не был в кепке или в очках, как многие знаменитости, просто посмотрел и прошел. Он, кстати, еще снимался в «Сонике», и он снимался в фильме «Дневник памяти» и «Мир Дикого Запада», кстати, он снимался. Я снималась в фильме, в сериале «Мир Дикого Запада». Ничего особенного в этой ситуации не было, но я решила поделиться, потому что это обычная рядовая ситуация в Лос-Анджелесе. Следующая история со мной произошла в моем детстве, и связана она с моей любимой группой Linkin Park. Это невероятная история, я почти не забыла, но я решила, что я обязана ею поделиться, потому что это просто такое случается раз в жизни, наверное.
Linkin Park приезжали в Москву на свой первый вообще концерт в России. Это было прям вау. Я, конечно же, очень хотела попасть. Я училась тогда в школе, у меня был на следующий день после концерта экзамен по алгебре. Алгебра — это не самый мой любимый предмет. Никто из моих друзей не шел со мной, потому что настолько сильным фанатом этой группы была только я. На одном из форумов, посвященных Линкин Парку, я познакомилась с девочкой, которая как раз собирала небольшую компанию ребят, чтобы перед концертом пойти поискать их микроавтобус и вообще, может быть, где-то как-то попробовать на них натолкнуться. Это, конечно, совершенно безумная идея, но вы не поверите, она удалась. Спойлер! Все фанаты находились около Олимпийского, начиная с самого утра. Концерт начинался в 7 вечера, поэтому я не знаю, чего там ждали эти люди, но они там ждали. Мы приехали на Красную площадь, как самые, наверное, логичные. Хотя это удивительно, нас всего было 5 человек. Стали просто гулять мимо отелей, которые находились около станции метро Театральная. Я даже вообще понятия не имела, на что мы надеялись. Но в какой-то момент мы завернули на одну из тихих улочек и наткнулись на отель, известный, называется Арарат Парк Хаят. И проходя мимо этого отеля, мы вдруг увидели маленький такой микроавтобус с логотипом их группы. Поэтому мы остановились около этого микроавтобуса. Но через какое-то время выходит один из участников группы. Мы просто в шоке. Мы не могли поверить, что здесь никто не ждет. Самое удивительное, наверное, что никого из журналистов там не было. Мы решили подойти и попросить у них автограф. Они спокойно, совершенно адекватно дали нам автограф, сфотографировались с нами и пошли гулять в сторону Красной площади. Мы остались там, потом вышел Майк Шинода, тоже с одним охранником, и последним вышел Честер, его жена. Мы были, конечно, просто вне себя, то есть мы взяли автограф и сфотографировались в итоге с Майком Шинодой, с Честером. У меня даже есть эта фотография, до сих пор она, к сожалению, не очень хорошего качества. Но я была в таком шоке, что я продолжала держать этот дурацкий блокнот и вот так вот просто его обняла за талию, я была просто в ужасе. Он настолько высокий, он очень худой, очень высокий, добр, вежлив, его жена там стояла в сторонке, ждала, пока все это закончится. Самое интересное, после того, как они дали нам автограф и сфотографировались с нами, они решили прогуляться перед концертом. Мы просто пошли за ними, вернулись обратно, проводили их, там довольные, счастливые, поехали в Олимпийский. Следующий актер, которого я встретила, это случилось уже на съемках. Сериал называется «Baskets». Там снимается главный герой. Это актер из сериала «Мальчишник в Вегасе». Он играл этого самого смешного маленького толстенького кудрявого брата. Он к тому моменту, когда мы снимали этот сериал, уже довольно-таки сильно похудел, красиво там подстрижен, выбрит и так далее. Я сидела рядом с ним. То есть пока была какая-то другая сцена и снимали другого главного актера, Зак сидел просто рядом со мной. Причем меня туда посадили, я не напрашивалась там сидеть. И мы вот так вот с ним сидели, как бы там что-то там, парой слов буквально перебросились, ничего особенного, small talk. Он был очень милый, он был... Съемочный день, кстати, тоже был в районе, по-моему, 16 часов. Еще один мой любимый актер, его зовут Том Эллис. Сериал «Люцифер». Один из моих любимых. Это был еще один съемочный рабочий день для меня. Меня туда забукали девушку couple, должны были играть kissing couple, то есть я и мой молодой человек, мы должны были типа целоваться. Это была сцена, сезон, где появляется Ева. Сцена была в клубе Lux. Это не настоящий клуб, его выстроили в Warner Brothers. Это полностью декорация построена. Рядом, кстати говоря, вместе с декорацией клуба через стену находятся декорации отделения полиции. Это была карнавальная сцена, поэтому нас все ходили в красивые платья, нам выдали маски, каблуки и так далее. Это был очень длинный рабочий день. Это был самый сложный мой рабочий день вообще ever. Потому что, несмотря на то, что мы снимали внутри, было очень холодно, потому что всегда на съемках работают кондиционеры. Мне выдали какие-то другие шпильки. Очень неудобно. Они были настолько неудобные, что к концу или даже к середине рабочего дня я просто начала плакать. Потому что такого со мной не случалось никогда. Очень холодно, на шпильках на протяжении 16 часов. В совершенно неудобном платье, которое обтягивало как футляр. Оно было очень колючее. Я не знаю, что это за материал. Это было ужасно. С моими волосами сделали что-то невероятное. Их накрутили очень плотно. Вот, сам Том Эллис, он вообще появлялся очень редко и исключительно для своего эпизода и сразу же уходил. Он ни с кем не разговаривал. Он вообще был, честно говоря, не похож на своего героя Люцифера, который такой «Эй!». Максимум, с кем
разговаривала это, естественно, со своей коллегой по сериалу. Единственный момент, который вот такой был самый, наверное, прикольный, это когда был кадр, где он играл на фортепиано, он играл сам, он вообще, конечно, божественно играет, поет, он молодец, огромный талант. Мы стояли прямо около него. Также там пела Мезакин, слушали ее песню раз, наверное, 30. Я успела запомнить эту песню, поэтому теперь каждый раз, когда я где-либо слышу эту песню, мне сразу вспоминается сцена из Люцифера. Другой случай случился в Мексике. Там была очень известная модель и блогер Алексис Рен. У нее, по-моему, 12 или 13 миллионов подписчиков в Инстаграме, у нее есть свой бренд одежды. Ее очень-очень любит Джейкоб. Это уже его краш. Поэтому, когда мы были в самолете, и он увидел сторис Алексис Рен в ее Инстаграм о том, что «Эй, ребята, я в Тулуме», он такой «О, боже мой, так мы же сейчас там будем». Приехали в этот отель, где она остановилась, он назывался Каса Малка. Это один очень классный отель. Пабло Эскобар там, по-моему, был или владел этим отелем. В общем, такой очень вау. И да, мы ее увидели. Мы были около бассейна, около бара. Бар выходил прямо к бассейну. И она была прямо там, она загорала, плавала. Но еще одна рабочая история случилась со мной и Томом Крузом, потому что мы снимали фильм «Топ Ган», который вышел в 2022 году, «Топ Ган Маверик». Снимали несколько дней. Это было здесь, в даунтауне Лос-Анджелеса. Сцена того самого момента, когда его выбрасывают из клуба. Кстати говоря, вместе с Томом Крузом там снималась другая очень известная актриса, которая снималась в фильме «Реквием по мечте». И она, кстати, в жизни очень худая. Я была, если честно, в шоке. Она настолько худая, это просто невероятно. Я на самом деле уже, имея опыт на сериале «Люцифер», я хотела вообще уйти максимально из кадра куда-нибудь подальше, где есть стул, и чтобы меня вообще никто не видел, и сидеть на этом стуле, потому что съемочный день был очень длинный. Но Том Круз проходил, нас всех смотрел, осматривал, давал какие-то указания. В какой-то момент те, кто, как раз-таки расставляют нас всех, подошел ко мне еще к одной девочке и просто забрал нас из толпы и поставил нас рядом с Томом Крузом в эту самую сцену, рядом с этой самой барной стойкой. И я, конечно, немножечко офигела. Это было очень интересно. Я не знаю, по его ли просьбе это сделали или что, но нас туда поставили. И мы снимали там несколько часов эту сцену по сценарию, там что-то даже разговаривали с ним якобы, потом он обращался к бартендерше, между промежутками, между дублями он с нами немножко даже общался, разговаривал и всячески был с нами мил. Еще одна актриса, которую я встретила совершенно недавно, ее зовут Дженна Ортега, или, другими словами, Уэнсдей Адамс. Мне посчастливилось попасть на презентацию сериала Уэнсдей Адамс. Проходила она здесь, в Голливуде, в кинотеатре Netflix. И моя подруга пригласила меня. У меня на это есть отдельное видео, где я, кстати, засняла само интервью. Была презентация, то есть мы пришли туда, нас там покормили, напоили и привели нам Дженну Ортегу, чтобы мы на нее посмотрели, послушали ее ответы на вопросы. Это было очень классно. Она очень такая разносторонняя, милая девушка, немножко такая закрытая, я бы сказала, и в самом интервью она как раз и говорит о себе, о том, что она невероятный перфекционист, и на самой съемочной площадке она не может ни с кем общаться. Она говорит сама о том, что я так боюсь сделать что-то не то, что я в промежутках между съемками буду ходить там повторять тексты, типа без обид, ничего лишнего. Еще один блогер/ютубер, его зовут Дэвид Добрик. Я его встречала 2 раза. Первый раз я встретила его просто в кафе, это было 4 года назад, когда я жила здесь, в Лос-Анджелесе. Второй раз я его встретила буквально где-то месяц назад. Мы шли с Джейкобом по Сансету и увидели огромную очередь из людей. Как оказалось, Дэвид Добрик открыл свою пиццерию, и он там присутствовал, он разыгрывал какие-то призы, подарки, раздавал автограф. Мы проходили мимо него и видели его прямо на расстоянии вытянутой руки, он делал селфи с фанатами, и вот люди выстроились в эту очередь за бесплатной пиццей в честь дня открытия этой пиццерии. И еще одна презентация фильма, на которой я была, презентация фильма с Томом Хэнксом, он продюсер и актер данного фильма. Фильм называется A Man Called Otto. Это такая драма, очень чувствительная драма, можно даже заплакать. И в конце фильма, то есть мы сначала смотрели сам фильм, это была презентация его, и после этого пригласили также актеров, и также задавали ему вопросы, а он отвечал. Я не помню, сколько у нас было людей, но немного. Вот, и мы, в общем-то, сидели все тоже
недалеко от него, слушали его внимательно, и это был очень интересный опыт. На этом все. Я думаю, что видео получилось и так достаточно длинное, но это не все актеры, которых я встречала. Я встречала гораздо больше актеров, большинство из них, конечно же, я встретила на съемках. Поэтому, если вам вдруг будет интересно, чтобы я записала отдельное видео по поводу того, в каких сериалах или фильмах я снималась, кого еще я встретила, вот, то дайте мне знать, я, возможно, сделаю еще одно видео на эту тему. Спасибо большое за просмотр и увидимся в следующем видео.